Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео продолжаем практику в верстаке PartDesign. Создаю новый проект. Изменяю название. Кликаю. Пусть это будет у нас просто деталь 1. Detail 1. Добавляю тело. И создаю эскиз. Выбираю ось XZ. Жму на ОК. Включаю сетку. Выбираю инструмент «Создать линию по точкам» или «Полилиния». Теперь ограничиваем наш эскиз. Выбираю инструмент размер по вертикали. Далее ограничение по горизонтали. Нажимаю мышкой, перетаскиваю вниз. Не люблю, когда размер находится внутри детали. Опять беру ограничение по горизонтали. Ограничиваем вот этот отрезок. И опять по вертикали. Ограничиваем этот отрезок. Опять-таки перетаскиваю размер наружу. Теперь выбираю размер. Ага, избыточное ограничение. Ладно, не будем так делать. Ограничим несколько точек относительно центра оси координат. Выбираю размер и вот эту точку. Вот так. И эту. Все, наша деталь полностью ограничена. Закрываю. Выбираю инструмент выдавливания. И поставлю размер 2 дюйма. Жму на ОК. Вот наши детали. Кликаю на эту грань. Создать эскиз. Здесь я выполню отверстие сквозное. И мне необходимо, чтобы оно было расположено по центру грани. Использую инструмент «Переключить вспомогательную геометрию». Беру «Создать отрезок», линию. Соединяю эти два угла и эти.
Здесь будет наш центр окружности. Переключаюсь обратно. Выбираю создать круг по центру. Ну, пусть будет 0,95 дюйма. Избавляюсь от вспомогательных линий. Они нам теперь не нужны. Выделяю и удаляю. Теперь использую инструмент ограничения диаметра. И возьму инструмент ограничения положения. Ограничим нашу точку. Все, готово. Закрываю. Переходим в инструмент карман. И прорезаем насквозь нашу деталь. Смотрим, как получилось. Да, отлично. Жму на ОК. Теперь можно наши детали присвоить цвет какой-то, придать ей. Жму левой клавишей, правой и выбираю случайный цвет, зеленый цвет. Вот так получилась наша деталь. Следующий проект. Кликаю на название, изменяю его. Это будет деталь 2. Enter. Добавляю тело. Создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. ОК. Включаю сетку. И беру инструмент создать линию по точкам. Ограничиваю деталь. Здесь изменю тоже на 0,43, чтобы толщина детали по всей длине была одинаковой. Вот так. Ограничиваем эту линию, эту, здесь и здесь. И теперь возьмем еще пару точек. Эту. Можно взять еще вот эту. Так, пошли избыточные ограничения. Ну вот если так, да, можно так. Сделаем так. Закрываем. Выдавливаем.
Ставлю толщину 2,5 дюйма. Окей. На этой грани сделаю отверстие. Создаем эскиз. Сетка. Переключаюсь в вспомогательную геометрию. Беру линию. Одну, вторую, соединяю вершины, чтобы определить центр. Переключаюсь обратно. Создать круг по центру. Опять выделяю линию, удаляю, и эту выделяю, тоже удаляю, они нам не нужны. Выбираю инструмент ограничения диаметра. И ограничение положения. Мы зафиксируем нашу точку центра окружности. Все. Закрываем. Инструмент карман. Сквозное отверстие. Готово. Жму на. Затем выбираю эту грань. Создаю эскиз. Беру инструмент создать круг по центру. Ограничиваю диаметр. Сделаем 0,60. И при помощи инструмента ограничения положения ограничу центральную точку отверстия. Точнее, окружность отверстия еще не готова. Теперь создаю второй круг. Также ограничиваю его диаметр 0,60. И ограничиваю центральную точку. Здесь у нас 0,80. Здесь надо подправить 0,80. Вот так. В остальном вроде бы все нормально. Закрываю. Перехожу в инструмент карман. И прорезаем два отверстия. Отверстие готово. Окей. Теперь я выбираю вот эту вершину. И делаю здесь скругление.
Поставим 0,1 дюйма. Окей. И это вершина. Точнее, тоже будет грань, но пусть будет вершина. Скругление. Тоже 0,10 дюйма. 0,1. Окей. На этом вроде бы все. Наша деталь готова. Окрасим ее. Левая клавиша, правая. Случайный цвет. Вот такая деталь. Последняя. На этом все. Благодарю вас всех за внимание. До встречи в новых видео. Желаю удачи. До свидания.